Привет, армия. Что на самом деле скрывалось за мрачным лицом Тунга, когда он вошел в роскошный отель в самом сердце Парижа? Почему, как сообщается, Чингук разозлился, услышав эту новость? И действительно ли Тэхён подвергся жестокому обращению во время своего недавнего визита в Париж? Над мировым миром развлечений сейчас висит важный вопрос. Миллионы участников армии затаили дыхание, ожидая разъяснений по поводу шокирующего и душераздирающего инцидента. То, что казалось обычным моментом, мировой айдол заходит в отель после важного мероприятия, оказалось, что скрывается гораздо более глубокая рана, оставив его преданных поклонников глубоко обеспокоенными. Инцидент начался вечером 6 июля 2025 года, когда Тэхён, более известный как Ви из BTS, был пойман камерами папарацци в очень необычной ситуации. Его видели входящим в пятизвездочный отель в Париже совершенно непривычным выражением лица, ни теплой улыбки, ни радостного приветствия своим поклонникам, как он это часто делает. Вместо этого Тэхён опустил голову, его шаги были тяжелыми, выражение его лица выдавало глубокое эмоциональное потрясение. Он выглядел бледным, глаза опухли, и он просто опустил взгляд, словно пытаясь скрыть что-то, произошедшее всего несколько часов назад. В социальных сетях быстро распространилось несколько видеороликов. К нему подошел сотрудник, но Тэхён медленно покачал головой и пошел дальше, не сказав ни слова. Армии по всему миру сразу почувствовали неладное. Это была не просто усталость после мероприятия, это был не просто плотный график, это было похоже на травму. Неофициальные сообщения местных СМИ в Париже утверждали, что Тэхён посетил закрытое модное мероприятие, закрытое для прессы. Организатором мероприятия был известный модный дом, ранее имевший хорошие отношения с BTS. Однако ходили слухи, что на мероприятии Тэхён столкнулся с неприятным обращением со стороны одного из почетных гостей, высокопоставленной европейской фигуры в мире моды, известной своими скандалами с азиатскими знаменитостями. Инсайдерские источники заявили, что этот человек проявил явное неуважение и проигнорировал Тэхёна, даже отпустив колкие замечания, когда команда встала, чтобы принять участие. По словам сотрудника, присутствовавшего на мероприятии, обращение с Тэхёном было далеко не в рамках общепринятого этикета. Его не только проигнорировали, но и высмеяли, когда он представился. Сообщается, что даже западный модный инфлюенсер отказался с ним фотографироваться, сославшись на то, что недостаточно хорошо его знает. Несмотря на то, что Тэхён был настолько популярен во всем мире, что превосходил большинство знаменитостей, присутствовавших в тот вечер, ситуация достигла критической точки, когда один из ведущих дизайнеров, ранее сотрудничавший с BTS, словно бы избегал Тэхёна, когда тот пытался их поприветствовать. Этот момент был мельком запечатлен одним из участников, который случайно снял происходящее на видео и опубликовал в ТикТок. 17-секундного ролика хватило, чтобы шокировать весь мир. Подпись гласила: «Почему Тэхён выглядит таким расстроенным? Что вы с ним сделали?» Чингук, который в настоящее время исполняет свои военные обязанности в Южной Корее, как говорят, немедленно отреагировал, получив информацию от своего личного менеджера, который также находится в Париже. По словам источников, близких к HYBE, Чингук был в ярости, потребовал полного отчета и даже выразил желание выпустить официальное заявление в поддержку Тэхёна и выразить протест организаторам мероприятия. Однако в настоящее время агентство тщательно обдумывает свой ответ, чтобы не создавать дипломатической напряженности между мировым брендом и представительством корейского артиста. Больше всего армию ранил не сам инцидент, а тот факт, что Тэхён ничего не сказал по этому поводу. Он молчал, не делал заявлений, не публиковал ничего в социальных сетях и просто вернулся в свой отель один. Среди тишины, пронзившей онлайн-мир, несколько южнокорейских общественных деятелей выразили свою обеспокоенность. Ведущий журналист в сфере развлечений заявил, что этот инцидент должен послужить напоминанием о том, что дискриминация азиатских артистов все еще существует в скрытой форме на мировой индустрии развлечений. Он добавил, что такие личности, как Тэхён, заслуживают уважительного и достойного отношения, учитывая их роль в укреплении имиджа Азии во всем мире благодаря неудержимой корейской волне. Что еще важнее, этот инцидент вскрыл старые раны корейских артистов на международной сцене. Слишком часто их считают менее ценными, даже после того, как они побили мировые рекорды, возглавили чарты Billboard и завоевали международные награды. Но в ту ночь мир, казалось, забыл обо всем этом.
Тем временем фанаты строили предположения о личном разговоре между Чингуком и Тэхёном после мероприятия. Некоторые полагали, что Чингук может использовать свою платформу после окончания военной службы, чтобы высказаться смелее. Также ходили слухи, что Чингук пишет песню, выражающую его разочарование и гнев из-за несправедливости, с которой столкнулся его друг. Инсайдер из производственной команды HYBE даже сказал, что Чингук не был таким напряженным со времен инцидента с Чимином в прошлом году. Это заявление вызвало у общественности воспоминания о том, как Чимин ранее подвергался травле в международных СМИ, и Чингук вступился за него. Теперь, казалось, история повторяется, только на этот раз пострадал Тэхён. Однако все изменилось после дальнейшего расследования, проведенного СМИ, очевидцами и руководством. Выяснилось, что новость о нападении на Тэ в Париже была беспочвенной и искаженной. Вирусное видео, на котором Тэ выглядел расстроенным, на самом деле было смонтированным фрагментом из более длинной записи. В полной версии Тэ улыбался и махал рукой персоналу и поклонникам. Некоторые аккаунты, распространившие короткое видео, удалили свои посты и публично извинились. Заявления о том, что Тэ был проигнорирован или унижен некоторыми представителями моды, также не обоснованы. Свидетели не подтвердили инциденты. Вместо этого несколько гостей описали Тэ как дружелюбного и профессионального человека. Французский модный журналист даже опубликовал фотографию Тэ, улыбающегося во время непринужденной беседы с двумя известными дизайнерами. Она заявила, что атмосфера была теплой и приятной. HYBE в конечном итоге опубликовали официальное заявление, подтверждающее, что во время визита Тэ в Париж не произошло никаких негативных инцидентов. Они сожалеют о распространении слухов и призывают поклонников быть осторожными в своем контенте в социальных сетях. С Тэхёном все в порядке, все его дела идут гладко и счастливо, как и Чингук, который, по-видимому, не расстроен, потому что инцидента не было. Контент, в котором утверждается, что он хотел сделать заявление, является чистым фанфиком. Некоторые фан-базы, распространявшие эту историю, удалили свой контент после критики за распространение ложной информации. Итак, что же произошло на самом деле? Тэхён просто посетил показ мод, он вернулся в отель уставшим, его нейтральное выражение лица было вызвано не травмой или насилием, а просто физическим истощением. Несколько дней спустя, в интервью, Тэхён подтвердил, что его визит в Париж был приятным и что он ценит теплый прием. В заключение, слухи о жестоком обращении с Тэхёном в Париже и предполагаемом гневе Чингука не соответствуют действительности. Не было никакой дискриминации, никаких оскорблений и никакого жестокого обращения, как это распространилось в интернете. История возникла из смеси предположений, эмоций фанатов и фрагментарной информации, выдаваемой за правду. Это важный урок для общественности, особенно для преданных фанатов, чтобы мудро реагировать на информацию. В быстро меняющуюся цифровую эпоху повествования можно построить из одного видеоклипа и провокационного языка. Без проверки такая информация может стать разрушительной дезинформацией не только для репутации артиста, но и для всей индустрии развлечений. Мы не можем отрицать глубину любви ARMY к Тэхёну, и она необыкновенна. Однако настоящая любовь должна быть мудрой и ответственной. Распространение неподтвержденной информации, даже с благими намерениями, может обернуться против нас и навредить тем, кого мы защищаем. С Тэхёном не обращались плохо в Париже, Чингук не злился, и все, что произошло во время их визита, было частью их обычной профессиональной жизни. Как зрители, поклонники и те, кто поддерживает их творчество, мы должны научиться видеть вещи яснее. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing.